Сегодня поговорим про вот это растение, на мой взгляд, очень интересное и обладающее целым рядом интересных особенностей. Называется оно лиатрис колосистый. И вот тут первая особенность. Лиатрис колосистый, лиатрис колосковый. Ну, мужской род вроде бы. Но при этом в научном мире используется и другое название. Лиатрис колосистая, лиатрис колосковая, женского рода. И то название правильно, и это. Второй интересный факт. Лиатрис – это растение, которое цветет наоборот. Ну, что я имею в виду? Вот обычно растения, которые имеют вот такие колосовидные побеги, как у них происходит? Растет побег. На этом побеге постепенно образуются бутоны. Сначала внизу, потом все выше и выше и выше по мере роста побега. И цвести они, соответственно, начинают сначала нижнее, потом выше, выше и выше. Цветение идет снизу вверх. У лиатриса все происходит наоборот. Сначала зацветают бутоны, которые расположены на верхушке побега. И потихоньку цветение опускается вниз. Вот эти вот отцветшие уже цветочки наверху потихоньку засыхают, а вот эта вот цветущая часть перемещается вниз. Ну, я всегда такую аналогию провожу, как бенгальский огонь. Вот он горит, вот эта яркая вспышка, она перемещается сверху вниз. Вот точно так же цветение лиатриса. Не часто в растительном мире, ну, я имею в виду растения вот с такими колосовидными соцветиями, не часто такое встретишь. Лиатрис – удивительное растение в этом плане. Следующий интересный момент. Лиатрис – очень неприхотливое растение. Ну, буквально растение из серии «посадил и забыл». Идеальное растение просто для нашего малоуходного сада. Почему? Ну, потому что у него не корни, как у большинства, скажем так, растений. У него клубни луковицы, так называемые. То есть такие довольно крупные образования, которые умеют накапливать в себе и влагу, и питательные вещества. Поэтому, как я сказал, посадил и забыл. Вот здесь я взял это растение, в открытом грунте оно росло. Я его решил выращивать в контейнере. И, честно говоря, вообще не приділяю ему никакого внимания. Вот посадил, и оно у меня растет, цветет и зимует. Зимует он, ну, как заявлено, до минус 35 градусов. У нас тут таких температур нет, но зимует без проблем. Я его не выкапываю на зиму. Просто в конце сезона срезаю вот эти засохшие побеги и слегка вот как бы мульчирую, ну, таким не компостом чистым. Здесь почвосмесь продается на основе компоста. Просто немножко контейнер прикрываю вот этой вот почвосмесью. Здесь морозы не сильные, зимует великолепно. Я вообще про него зимой забываю. Вот он стоит где-то там в укромном местечке всю зиму, так и стоит. Дожди его поливают, снег на него падает периодически, все. Летом. Вот сейчас период достаточно длительный уже засухи. Остальные растения все я поливаю. Не каждый день, но через день. Гортензия крупнолистная, вот через день ее поливаю. Это растение, ну, дай бог, чтобы там вспомнил раз в неделю, а то и раз в 2 недели. Оно прекрасно переносит засуху. Следующий интересный момент. Ценность этого растения для нашего сада. Вот я его нюхаю. Честно скажу, я не слышу никакого запаха, никакого аромата. Ну, возможно, это проблема с моим обонянием. Но, тем не менее, этот запах очень хорошо чувствуют насекомые-опылители. Возле него постоянно крутятся какие-то пчелы, шмели и бабочки. То есть, если вы хотите создать сад бабочек, например, это растение отлично для него подходит. Если вы хотите привлечь насекомых-опылителей в свой сад, это растение тоже для этих целей отлично подходит. Да, конечно, в июле, когда оно цветет, ну, вроде как никаких плодовых культур нам опылять не надо. Они уже давно отцвели и с плодами висят, многие из них созрели уже даже. Но, тем не менее, насекомые-опылители могут поселиться благодаря этому растению в вашем саду и остаться здесь надолго. И потом весной, когда цветут плодовые, опылять их, соответственно, хорошо. Следующий интересный момент. Вот это растение имеет множество разновидностей и множество сортов. Это могут быть высокие растения, какие-то там больше метра высотой, могут быть маленькие сорта, там сантиметров 40-50. Цветы имеют разные оттенки в зависимости от сорта. Ну, в данном случае фиолетовые, бывают розовые какие-то, пишут даже, что бывают красные, я не видел, правда, бывают белые. Вы можете выбирать разные, выбирать их на свой вкус. И, соответственно, использовать их в ландшафтном дизайне своего сада тоже по-разному. Я выбрал вариант выращивания в контейнере просто потому, что здесь такие условия, и для меня так было удобнее. На самом деле из лиатриса можно создавать бордюры, сажать их большими такими группами, рядами.
подобрать разные по высоте сорта, подобрать разные по цвету сорта. И думаю, это будет очень хорошо. Размножается он просто. Вот эти клубни луковицы, потихонечку их можно рассаживать и увеличивать количество этого растения. Для ландшафтного дизайна это очень удобно. Кстати сказать, пишут опять же, но не пробовал. Вот эти соцветия можно срезать, и стоят они в воде достаточно долго, до 2 недель. Поэтому очень часто во флористических композициях тоже его используют. В общем, на мой взгляд, растение для малоуходного сада просто идеальное. Поэтому всем вам рекомендую обращать на него внимание, если вы где-то в садовом центре или в питомнике находитесь, или, может быть, где-то видите, что он растет. Я думаю, даже соседи могут с вами им поделиться, потому что вот эти клубни луковиц, они достаточно легко делятся, и он таким образом размножается. Можно, конечно, попробовать выращивать семенами, но, в общем, пробуйте, если вам это интересно. Ну вот, такое интересное растение вам сегодня показал. Спасибо, что смотрели. Увидимся.